Фраза, которая прозвучала на прошлой неделе, стала холодным душем для всего рынка. О том, что компания не выходит на запланированные темпы продаж, сказал не блогер, не аналитик, а глава АвтоВАЗа Максим Соколов. И это, пожалуй, главный маркер происходящего. Когда топ-менеджер крупнейшего автопроизводителя страны публично признает, что планы приходится значительно урезать, а результат все равно хуже ожиданий, значит, проблема действительно системная. Еще совсем недавно официальная риторика была другой. Говорили о росте производства, о восстановлении после турбулентности, о новых проектах и расширении модельного ряда. С экранов звучали отчеты о стабильности и уверенности в будущем, но на практике картина оказалась куда менее оптимистичной. Прогноз на февраль 2026 года – около 20 тысяч проданных автомобилей. Формально цифра выглядит солидно, но если сравнивать с февралем прошлого года, когда было реализовано примерно 30 тысяч машин, становится понятно – падение составляет почти треть. И это уже после пересмотра планов. Изначальные ожидания были выше, минимум на 15%. То есть завод сначала снизил планку, а затем не смог дотянуться даже до нее. В корпоративном языке это называют корректировкой траектории. В реальности это охлаждение рынка и явный перекос между производством и спросом. Кстати, все оперативные цифры по складам, инсайды от дилеров и реальные темпы просадки я публикую в Телеграме раньше, чем они попадают в выпуски на Ютубе. Если хотите видеть картину рынка без цензуры, ссылка в описании. Самое важное здесь даже не в процентах. Важно, почему так произошло. На первый взгляд кажется, что у АвтоВАЗа сейчас максимально комфортная среда. Бюджетный сегмент фактически зачищен, конкурентов заметно меньше, чем 2-3 года назад. Казалось бы, идеальные условия для продаж, но спрос не подчиняется административной логике. Он напрямую связан с платежеспособностью людей, а с ней все сложнее. Если посмотреть на цены, становится понятно, почему автосалоны не испытывают наплыва клиентов. Самая базовая Лада сегодня стоит уже далеко не столько, сколько привык видеть покупатель несколько лет назад. Бюджетный автомобиль вплотную приблизился к отметке, которую раньше ассоциировали с классом выше, а более оснащенные версии перешли психологический барьер, за которым начинается совсем другой разговор о рациональности покупки. Давайте представим обычного человека из региона, доход 40-60 тысяч рублей, обязательные расходы, жилье, коммуналка, продукты, семья. Накопить на новый автомобиль становится задачей на годы, альтернатива – кредит. Но ставки остаются высокими. Даже небольшое снижение ключевой ставки не превратило автокредиты в доступный инструмент. Итоговая переплата за несколько лет может быть сопоставима с половиной стоимости автомобиля, а иногда и больше. И здесь включается простая логика. Человек садится с калькулятором, считает общую сумму выплат и задает себе вопрос: стоит ли это того? Ответ для многих оказывается отрицательным. В результате покупатель идет не в салон за новой машиной, а в сервис ремонтировать старую. Вторичный рынок оживает, а первичный буксует. В Телеграме я как раз разбирал, сколько реально выходит переплата по популярным моделям при ставке 18-20%. Цифры многих отрезвляют. Если интересно, какие суммы получаются на практике, обязательно загляните туда. Интересно, что сами дилеры все это видят ежедневно. Площадки заполнены, автомобили стоят неделями и месяцами. Формально дефицита нет. Выбрать можно любую комплектацию, любой цвет. Но при этом активного спроса не наблюдается. И дилер оказывается зажатым между заводом и рынком. С одной стороны обязательства по закупке, с другой реальность продаж. Конвейер остановить мгновенно невозможно. Это тысячи рабочих мест и город, который десятилетиями живет вокруг автозавода. Поэтому производство продолжается, пусть и с корректировками. Машины сходят с линии, отправляются в дилерские центры, а затем становятся частью складских остатков. С точки зрения отчетности процесс идет. С точки зрения экономики цикл начинает пробуксовывать. Отдельный момент психологический.
Когда компания годами говорит о росте, а потом внезапно переходит к осторожной, почти тревожной риторике, это меняет восприятие всей отрасли. Слова о том, что драйверов для ускорения рынка не видно, звучат особенно показательно. Это признание того, что внешних факторов, способных быстро переломить ситуацию, пока нет. Весна традиционно считается временем оживления. Люди планируют поездки, дачи, обновления автопарка. Но если даже февраль не показывает динамики, рассчитывать на резкий скачок без структурных изменений сложно. Чтобы спрос действительно вырос, нужно одно из двух. Либо существенное удешевление кредитов, либо пересмотр ценовой политики. Первый вариант зависит не только от автопроизводителя, второй полностью в его руках. Но снижение цен – это снижение маржи. В итоге рынок замирает в ожидании. Производитель не хочет уступать, покупатель не готов переплачивать. Есть еще один нюанс. Когда у компании нет жесткой конкуренции в своем сегменте, появляется иллюзия, что клиент никуда не денется. Но реальность показывает другое. Человек может отказаться от покупки вовсе. Он может продлить срок владения текущим автомобилем, может уйти на вторичный рынок. То есть монополия не гарантирует автоматических продаж. Получается парадоксальная ситуация. Предприятие производит автомобили, дилерские центры готовы их продавать, но денежный поток от конечного покупателя сокращается. И причина не в дизайне, не в комплектациях, причина в балансе цены и доходов. Можно ли назвать происходящее катастрофой? Скорее, это болезненная фаза адаптации. Рынок меняется, и старые механизмы перестают работать. Модель подняли цену, компенсировали объемами, больше не работает автоматически. Любое движение цен вверх теперь мгновенно отражается на спросе. Этот год может быть переломным. Либо будет найдено новое ценовое равновесие, либо объемы придется сокращать и дальше. Пока что мы видим последовательное уменьшение планов и осторожные формулировки руководства. Это не паника, но и неуверенность. Самое главное, признание проблемы уже произошло. И это важнее любых маркетинговых заявлений. Когда руководство открыто говорит о снижении темпов продаж, это означает, что иллюзии закончились. Дальше начинается этап решений. Все дополнительные расчеты, прогнозы по рынку до конца года и возможные сценарии по ценам я выложу в Телеграме отдельным постом. Там можно без ограничений спокойно разобрать и обсудить цифры. Вопрос в том, какими решения будут. Пойдет ли компания на существенные стимулирующие программы? Увидим ли реальные, а не символические скидки? Станут ли кредиты доступнее за счет современных программ с банками? Или ставка будет сделана на удержание цены и постепенное сокращение объемов? Ответ во многом определит, каким окажется рынок к концу года. Пока мы видим охлаждение спроса, переполненные склады и осторожную позицию менеджмента. Это не конец отрасли, но это серьезный сигнал. Прежняя логика «и так купят» перестала работать. И вот здесь все упирается в простой вопрос. Должен ли бюджетный автомобиль оставаться действительно доступным, или он превращается в товар, который все чаще покупают в кредит на пределе возможностей? Рынок дает свой ответ цифрами продаж. А теперь скажите честно, если бы вы сегодня выбирали новый автомобиль, готовы ли вы были бы заходить в салон при нынешних ценах и ставках? Или предпочли бы подождать, поискать альтернативу, вложить деньги в подержанную машину или в ремонт старой? Как вы считаете, какой ценник сделал бы покупку действительно разумной? Напишите свое мнение в комментариях. Интересно услышать реальную позицию людей, а не сухие отчеты. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании. Ну и шутка на прощание. Раньше при покупке гантелей мы хоть чуток тренировались, пока тащили их из магазина до дома, перед тем как забыть про них навсегда. Гребаная служба доставки лишила нас и этого.